История газовых взаимоотношений России и Украины имеет несколько ярко выраженных условных этапов – коррупционный, торгашеский и политический. Одной из основных задач, стоящих перед Кремлем, считается необходимость перевести этот принципиальный вопрос строго в экономическое русло. Удастся ли российскому руководству это сделать, и если да, то на каких условиях? По наследству от СССР Киеву досталось бывшее народное достояние, развитая промышленность и сельское хозяйство, 4 АЭС, огромные оружейные арсеналы, щедрая доля от Черноморского флота и, конечно же, одна из мощнейших в мире газотранспортных сетей. Украинские эффективные менеджеры сумели угробить практически все, кроме ГТС, которая стала для них надежным источником поступления валютных доходов, халявного газа и рычагом давления на Россию. Но может ли это все продолжаться бесконечно? Коррупционный этап. Лихие 90-е оказались трудными годами не только для нашей страны, но и для Украины. Поскольку лишних денег у Киева не было, он отбирал столько газа, сколько ему было необходимо, накапливая долги перед Россией. «Газпром», заинтересованный в доступе на европейский рынок, где платили в твердой валюте, рассчитывался с Украиной за транзит по бартеру и предоставлял ей различные скидки. Был создан либеральный рынок в худшем его варианте. Местная элита создавали многочисленные фирмы прокладки, которые позволяли им навариваться на многоступенчатых схемах поставок. Бартер, зачеты – все это обогащало причастных к торговле газом по обе стороны границы. Торгашеский этап. Со сменой власти в Кремле в начале 2000-х изменились и подходы к газовому вопросу. В Киеве оценили свое положение монополиста-транзитера между Россией и Европой и начали по максимуму разыгрывать эту карту. Вопрос транзита теперь был увязан с поставками газа для самой Незалежной, и Киев требовал себе максимально возможные преференции. Происходит процесс укрупнения. В России «Газпром» также стал экспортером-монополистом, чтобы никакие конкуренты не могли сбить цену, а на Украине формируются влиятельные кланы Коломойского, Фирташа и Ахметова, которые подгребают газовую тему под себя, разогнав всех остальных. Новое руководство «Газпрома» попыталось выкупить украинскую ГТС или создать консорциум по ее совместному управлению, но Киев не позволил этого сделать, сделав из магистрального трубопровода символ своей независимости. Торгашеский подход украинских властей привел к нескольким газовым войнам, когда поставки топлива обескураженным европейским потребителям вообще перекрывались. Несмотря на отсутствие контракта, Киев производил несанкционированный отбор газа из трубы, то есть банально его воровал. Политический этап. Разумеется, подобное отношение со стороны обычного посредника, которым является Незалежная, просто недопустимо. По этой причине «Газпром» с конца 90-х и вплоть до настоящего времени осуществляет программу замещения украинского транзита. Сперва был построен трубопровод Ямал-Европа через Беларусь и Польшу в Германию, затем «Голубой поток» в Турцию. За ним последовал первый «Северный поток» напрямую в ФРГ, минуя страны-транзитеры. Потом, после краха Южного потока, в Болгарии началась реализация Турецкого потока. Теперь до запуска Северного потока-2 остался буквально один последний шаг. На определенном этапе такой новый подход подействовал. В 2009 году был заключен первый долгосрочный контракт на поставку газа Незалежной и транзит через ее территорию на европейский манер. Киев получил то, что хотел – европейскую формулу ценообразования, где стоимость газа привязывалась к нефтяным котировкам. Но и тут украинские власти сумели выцегонить скидку на газ в размере $100 за 1000 кубометров в рамках Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму. Так и жили бы мы спокойно по европейским правилам до 2019 года, но в 2014 в Незалежной произошел Майдан. Пришедшие к власти в результате государственного переворота деятели были настроены крайне русофобски и перестали платить за газ. Одним из прямых следствий госпереворота стало возвращение Крыма в состав Российской Федерации, что в свою очередь повлекло денонсацию Харьковских соглашений и установленные ими скидки на газ. Цена на 1000 кубометров немедленно скакнула вверх. В 2015 году Киев объявил об отказе от закупок российского газа. Так называемая энергонезависимость была обретена путем перехода к закупке российского газа через посредников в лице соседних стран – Польши, Венгрии и Словакии. Все вернулось на круги своя.
Опять посреднические схемы, на которых зарабатывают аффилированные с ними государственные деятели. Зная, почем нынче 1000 кубометров на европейском рынке, можно только за голову схватиться. Но, несмотря на крайнюю невыгодность для страны, никто отказываться от подобной порочной практики не собирается. Украина вновь вернулась в 90-е, но с гораздо более худшими данными, чем 30 лет назад. Что дальше? А дальше история идет по новому кругу. США, Германия и Россия торгуются между собой за то, на каких условиях будет продлеваться транзитный договор после его истечения в 2024 году. Президент Владимир Путин высказался по этому поводу следующим образом. Это же очевидно. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом зеленой повестки, которая уже осуществляется в Европе, у нас стоит вопрос, будут ли у нас вообще закупать газ и сколько. Это предмет для обсуждений. Да, рыночная ситуация изменилась, и не в лучшую для Украины сторону. Евросоюз поставил целью снижение потребления углеводородов до нулевого уровня уже к 2050 году. Процесс будет идти постепенно, но по нарастающей. Совершенно непонятно, какой конкретно объем российского газа будет востребован в ЕС, например, через 10 или 15 лет, но очевидно, что меньше, чем сейчас. Чем меньше объемы транзита, тем меньше денег от «Газпрома» получит и Украина, а на горизонте 20-30 лет эти доходы грозят вовсе обнулиться. И с чем тогда останется Киев? С нулем на балансе.